И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в конце прошлой серии мы с вами набрали довольно-таки много заданий. Вот. И сейчас мы с вами определимся, что мы будем проходить, а также, наконец-то, да, мы таки привяжем меч Мадвир персонажу нашему главному, потому что я долго думал на тему того, что, может быть, не он будет с ним бегать, да, ну, по факту, я думаю, что мы найдем просто еще не одно оружие, вот. Мадвир. Так, связать душу. Давайте поговорим с ним. Чего ты хочешь? Кем ты был, пока не стал мечом? А вот это не твое собачье дело. Как скажешь, но если захочешь когда-нибудь так. Ты ведь просто не знаешь? Ты не заслужил права задавать мне такие вопросы. Я тебя едва знаю. Кто тобой владел? Она с оружием управлялась получше тебя. Не все так просто. Откуда у нее такие навыки? От убийств надоедливых анимантов. Мадвир явно забавляется, что слышно в его голосе. Она была агентом Данрит Роу. Ну, какое-то время. Ее зовут Ингфрид. Так, ну, вроде все. Так, наконец-то. Угу. Они не очень хочет пока с нами разговаривать. Я надеюсь, что со временем это изменится. Так, ну давайте поднимем уровень нашим персонажам. Так, здесь мы поднимаем атлетику. Здесь поднимаем дипломатию. Ну, здесь все стандартно. Так. Возрождающий призыв. Паладины могут заставить союзника без сознания восстать, мгновенно восстановив. Так, ну это мы с вами частично же уже все сделали, правильно? Так, ну теперь мы попробуем поднять дамаг, наверное. Доступные типы оружия у нас снова появились. Так, щиты у нас большие щиты, да? Может, исток прокачать все-таки? Я просто не помню, как назывался главный меч. Ну, давайте пока саблю. Как назывался главный меч самый крутой в первой части, и каким он был. Вот, ну, пока будет так. Так, здесь у нас... Так, подождите, а где внимательность? Невнимательность, проницательность? Нет, подождите. То есть... Я правильно понимаю, что здесь нет навыка, который отвечает за обнаружение скрытого? Ну ладно. Так, тогда здесь будет пиротехника. А здесь, наверное, я вот думаю, стоит ли прокачивать больше знаний улиц для выживания. Давайте выживание. Так, подождите-ка.
Не, ну это все боевые у меня. Здесь точно внимательности не будет, правильно? Так, ладно. Хорошо, здесь класс защиты будет ослаблен, или же позволяет бойцу вытаскивать союзника в безопасное место, если они того пожелают. Это действие не наносит вреда союзнику. Ладно, давайте пока класс защиты будет ослаблен. Или что-то отсюда возьмем. Дает бонусный урон знакомому оружию бойца. Давайте возьмем, дает пока бонусный урон, а там посмотрим. Или нет, давайте класс защиты, а потом посмотрим. Так, из оружия. Эстоками ты уже владеешь. Саблями ты тоже уже владеешь. Давай мы тебе меч дадим. Потому что Эдер, кто знает, какой меч мы еще найдем. Так, здесь алхимия и религия. Когда на союзник наносит смертельный удар, его здоровье восстанавливается. Дает повышенное пробивание при атаке огнем, электричеством или кислотой или разложением. Ладно, давайте будет у нас сжечь... А, подождите, она ж не жжет никаким огнем. Так, крепость у нас плюс 2 класс защиты на какое время? На 60 секунд. В принципе, полезная штука. Так, здесь у нас жезл. Пускай будет, наверное, еще скипетр. Серафен. Механика. И блеф. Испускает психический вопль, оглушая цель, нанося чистый урон и упреждая всех врагов поблизости. Психические показали цели. Так. Максимальное сосредоточение плюс 10. Соответственно, он быстрее сможет входить в бой с крутыми заклинаниями, если я правильно понимаю. Так, из оружия у тебя топор, ну, значит будет кинжал еще. Так, ну и алот. Тайные знания. Проницательность. Так, и вот здесь, конечно, нам нужно будет немножко повыбирать. Стену огня мы взяли уже. Железная кожа. Я думаю, что она нам пригодится. Вот, хотя мы можем, конечно, еще взять ему... Дает повышенное пробивание при атаке огнем. Он нас любит сжечь. Давайте пока так сделаем. Так, ну из магического возьмем еще волшебную палочку. Так, ну вроде бы все, уровень подняли. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю, ребята, отправиться в Латунную цитадель.
Вот, это последнее место в Никитаке, которое нам нужно посетить, чтобы отправиться уже дальше на какие-либо задания. Вас кто-то отвлекает из переулка. Ну, отлично. Почему бы и нет? В бедных кварталах Никитаки темно, многие уана там вынуждены жить прямо на улице. Когда вы идете по одному из таких переулков, к вам кто-то обращается. Вы оборачиваетесь и видите руку, протянутую к вам из темноты. Кто-то показывает вам на ладони маленькую фигурку. Только вы собираетесь присмотреться повнимательнее, как хозяин прячет свой товар. «Это волшебство», — произносит голос. «Призывает зверей, чтобы они нападали на твоих врагов. В таком опасном городе без этого не выжить. Думаю, несколько серебряных монет за свою жизнь не жалко?» Зубы мужчины блестят в свете факела. «Если интересует, иди за мной». Фигура отступает в темноту. Даже быстро взглянув на фигурку, вы понимаете, что она непростая. Внутри нее сокрыта значительная сила. Войти в туннель. В переулке загорается факел, освещая вход в туннель. Вы проходите под аркой. На той стороне стоят принчипы с факелами и мечами. По углам валяются трупы, у некоторых связаны руки, другие лежат лицом в грязи. Прочие уставились на свет мертвыми глазами. Вацилы. Странно, да? Пират достает оружие. Стоит положить в ловушку немного сыра, как сразу появляются иноземные крысы. Давайте попробуем это обсудить, не хочу сразу драться. Пират посмеется. Какие интересные слова. Сколько скуки на лице. Но разминает шею и продолжает. А сколько стоит жизнь? Ты подумай, а потом я назову свою цену. Он задумчивым видом подирает подбородок, потом говорит. 2000 пайров. Вот справедливая цена, как мне кажется. Так. Ослепить принципе при помощи способности. А кто у нас это умеет делать? Или я, или Серафен? Значит, я. Пираты приближаются, вы делаете шаг вперед и одним движением пальца вы отнимаете у них зрение. «Сучьи дети!» — кричит пиратка. Ее голос эхом отдается в туннеле. Остальные тоже начинают жаловаться на то, что нечестно применять магию. Устроить засаду и напасть. Вы подкрадываетесь ближе и обнажаете оружие. Рты закройте, слушайте, может они еще здесь. Вырубили жреца. Какие-то неоны есть. Это, видимо, главный, я так понимаю.
Ну, собственно, ребята, зря вы на меня напали. Так, фигурка побитой собаки. Используем единую передышку. Призвать могильное гончее. Маленькая гончая, вырезанная из кедра, явно с любовью, но без особого мастерства. Состояние фигурки оставляет желать лучшего. От нее пахнет могилой. Возможно, какое-то время она пролежала в захоронении. Так, это мы сюда положим. Капюшон, темно-серый плащ. Сабля хорошего качества, не помню какая у нас здесь, но по-моему у нас не лучше. Кинжал хорошего качества, вот это можно сюда пока положить. Хотя он, по-моему, стреляет у нас. Так. Ладно. Нагрудник хорошего качества. Большой щит, голова. Так, что-то тут еще есть. Нам надо, наверное, уже потихонечку нашего жреца переключать на арбалет, ребят. Почему она говорит здесь? Ну, короче, это все просто выходы на карту. Чтобы открыть следующий уровень, убить Мадвиром представителей разумных рас. А, то есть нужно именно им убить было, наверное. Я ни разу, наверное, им не добил, ребята. Откуда у тебя шрам на брови? А вот. Раутайский стражник. Стоять! Какое дело привело тебя в Латунную цитадель? Мне была назначена встреча с Хазану Икару во дворце. Да ты же хранитель. Тот, что чуть было не поднял мятеж на причале королевы. Ухмыляется он. Тебя хочет видеть председатель Ацура. Он внизу, в своем кабинете. Он указывает в сторону лестницы. Когда зайдешь, спустись по лестнице через комнату справа. Что насчет Хазануи? Ее кабинет в дальнем конце имперского штаба. Она крайне занята. Она решает кое-какие задачи. Он откашливается. Уверен, она удостоит тебя аудиенции. Я оказался в достаточно опасной ситуации. Там еще была банда Даргулов. Даргулы могут быть очень неприятными. Тебе повезло, что ты можешь похвастаться такой отметиной. Им пришлось куда тяжелее, чем мне, и это не хвастовство. А, еще хоть с одним. Я все-таки угадала. Так. Давайте посмотрим, что вообще из себя представляет она. Глотка. Офицерский салон. Оружейная мастерская. Кабинет командира флота. Имперский штаб. Священным ступеням. Пороховой склад. Так, ну давайте сходим сюда. Там кто-то со мной сразу хотел поговорить. Конечно, сохранимся предварительно.
Подождите, это лестница? Ну ладно. Похоже, это орудие чистили совсем недавно. Подожди, он показал на лестницу. Давайте просмотрим. Вижу у нас это еще. Тебя хочет видеть председатель Ацура. Он внизу, в своем кабинете. Он указывает в сторону лестницы. Когда зайдешь, спустись по лестнице через комнату справа. Там где-то спуск по лестнице есть, который я не заметил. Да, пока непонятно. Ладно, поищем, найдем его, я думаю, сейчас. Хазануи похоже на пушечное ядро. Вроде холодная как лед, а потом раз и... Если ты принесешь ей дурные вести, не отводи глаза, она уважает смелость. Грузовые накладные свидетельствуют о доставке с селитры из Роатай и обратной отправке свежих продуктов. Объявление гласит, обслуживаются только офицеры королевской компании архипелага. Если ты насчет турнира по Азатоге, я к нему отношения не имею. Я просто продаю напитки, ясно? Он поднимает руки в усталом жесте, как будто ему уже надоело объяснять одно и то же. А что с Азатогой? Кое-кому из солдат и матросов не везет в игре. Он закатывает глаза. Как я уже сказал, я в эти дела не лезу. Но если тебе вдруг интересно, никто из завсегдатаев не ищет сейчас новых противников. К счастью для тебя, добавлю. Почему ты работаешь на королевскую компанию архипелага? Они всегда платят вовремя. И неудивительно, ведь ими руководит Раанга, ну и... Правители империи Роатай, он ухмыляется. Кроме того, я родом из окрестностей Таковы. В Роатай живут представители разных рас, не только Аумау. Но Аумау известные мореходы. Множество матросов и солдат из их породы, да и большинство из тех, кто оказывается здесь, тоже. Он кивает в сторону стойки. Хочу что-нибудь заказать. Извини, но я обслуживаю только капитанов, которые сотрудничают с королевской компанией архипелага. Он тыкает в стоящий неподалеку знак. Ладно. Так, а сюда, я так понял, можно и вот так попасть. То есть можно типа подняться. А чем ты занимался до того, как стал охотником на корабли? Серафен, непростые были времена, девонька. Я лучше не буду тебе рассказывать, чтобы ты не переживала. Думаю, я справлюсь. В той команде, где я служил, мне давали такую работу, что должна была меня убить. Но я жил, чтобы доказать им обратное. Зоти, нельзя жить в хорошие времена, если не пережил сложно. В том-то и состоит доля пирата, кажется. Да, конечно. Кроме того, женщины говорят, что шрамы делают нас интереснее. Поднять паруса, поднять мечи выше. Сражаться за славу и Роатай. Это что вообще происходит? Личное мнение. Доложи Уайкоита Нуи, когда твои руки заживут, а гнев утихнет. Чтоб я еще хоть раз вышла в море с такими белоручками. Это что такое вообще? Эмини. Тоже пялиться пришел. Мое наказание закончилось. Она отводит взгляд, пряча свои обожженные руки. С чего это тебе взбрело в голову держаться за раскаленное ядро? Она бросает на вас дерзкий взгляд. Я набила морду капитану. Похоже, один только намек на случившееся способен вновь вывести ее из себя. Она багровеет от ярости, а ее губы искривляет горькая усмешка.
Или ему не стоило глумиться над моей меткостью? Заявил, будто я не понимаю разницы между гладкими и нарезными стволами. Она в тихом возмущении покачивает головой. Что будешь теперь делать? Одно скажу точно. Уокойо может меня больше не ждать. Я ведь раньше ходила на кораблях наемников. Вот это было по мне. Она хищно усмехается. Думаю, в сердце я по-прежнему все та же заноза, несмотря на жизненный опыт. Постараюсь найти еще кого-нибудь, кому нужен умелый канонир. В моем экипаже пригодился бы умелый канонир. Она внимательно разглядывает вас, обдумывая предложение. Не пойми неправильно, но я не стану наниматься к тому, кого не знаю лично, или у кого нет репутации. Уверена, ты важная персона, да только мы почти не знакомы. Во всяком случае, пока. Она с надеждой подмигивает. Обсудим, когда обеспечишь себе имя. Ну окей. Это интересно. Так, кабинет командира флота. Командир флота Уокойо. Надпись гласит: растущий усиливается. Автор Торква, вольный коральщик. Давайте поговорим с этим то. Чистого неба тебе. Уокойо скрещивает руки и касается своего лба. А когда улыбается, длинный шрам на его лице причудливо изгибается. Приветствую, так. Наша расписная армада слишком сильно рассеяна по всему архипелагу. Роатай нуждается в услугах Корсара. Говоря это, он приподнимает бровь. Отбросим политику. Я готов вцепиться в твой корабль обеими руками. Предлагаю союз, который нам обоим пойдет на пользу. Ты будешь очищать моря от мерзавцев и получать за это награду. Не боишься, что нападения на Корсаров могут развязать войну? Чиновники учитывают каждое ядро, выпущенное от имени Роатай. Мы ведем очень подробные записи. Они обязаны описать каждый утопленный корабль. Наши враги поймут, что война началась, как только мы покончим с бюрократией. Какие есть задания? Вначале займись Асиллой и грозой волн. Эта пиратка препятствует любой легальной коммерции в открытых водах. Уокойо морщится, потирая шрам. Я беру за заказ. Превосходно. Асилла командует странником речной дракон и терроризирует острова к юго-западу от Порт-Маже. Что за пару вопросов? Ну, короче, понятно. Здесь ничего нового мы не узнаем. Хорошо, новое задание получили. Короче, ребята, я чувствую, у нас будет с вами несколько серий, в течение которых мы будем только плавать по морю и исследовать. Так, священным ступеням, пороховой склад, оружейная мастерская, доки, офицерские салон мы были, перский штаб. Ну, давайте в пороховой склад зайдем тогда, это последнее, где мы еще не были. Охранник порохового склада. Прошу прощения, но сюда нельзя. Ни в коем случае. Молодой стражник вытягивает свой весь рост и скрещивает руки на груди. Что это за место? Собственность королевской компании Архипелага. Он подозрительно смотрит на вас. Можно мне пройти внутрь и немного осмотреться? Прошу прощения, приказ отдала сама Хазануя. Перестань, я не могу рисковать, когда это место так хорошо охраняется. Достаточно всего одной вспышки искры, одной вспышки, одной случайной искры. Он умолкает и покачивает головой. Прости, но ты и правда не понимаешь. Ладно. Не договорились. Ну, я думаю, что мы туда сможем зайти просто немножко позже. Так, ну, получается, мы не были только в оружейной мастерской. Еще ладно, лоточника не было. У меня полно всяких товаров. Посмотри, прежде чем уходить. Почему ты работаешь на аванпосте Роатай? Потому что я сама Роатай. Вернее, родина моих предков была когда-то частью Империи. Несколько поколений назад. Как твоя родина стала частью Роатай? А как обычно бывает, их солдаты побили наших. Она пожимает плечами. Тебя это не беспокоит? Она смотрит по сторонам, проверяя, что никто вас не слышит. Ну, раньше, да, когда я была моложе. Я росла, слушая рассказы о прежних временах от бабушек и дедушек.
Но они сами были детьми, когда пришли Роатай. Она задумчиво хмурится. В общем, раньше и трава была зеленее, а сейчас я просто пытаюсь заработать себе на жизнь, потому я здесь. Каково это жить под владычеством Роатай? Я не знаю, мне ничто другое это не знакомо. Теперь у нас есть замечательные роатайские каналы для орошения земель, и дороги стали лучше. Во всяком случае те, что ведут в Такову. Она задумывается, усмехаясь. Забавно, что чем дольше по ним идешь, тем красивее все вокруг становится. И все более похожим на такое. Она глазами показывает на каменные стены и башни. Так, ну что же тебе на продажу тогда? Рукавица силы Огра. Кольцо большой регенерации. Костяной талисман. Зов неупокоенных. Призывает случайного носителя. Интеллект плюс 2. Точность плюс 10, если противник носителя. Камень оберег. Знак боли. Цель. Для друзей плюс 5 радиус от заклинания. Так, это что вообще такое? Камень оберег. Неуязвимость атаки, знак боли. Так, ну остальное понятно, в принципе, ничего нового. Пока не будем ничего продавать, потому что у нас это не имеет смысла. Следи за словами рядом с Ацурой Нуи. Он проницает. Так, Ацура это вот тот, кого нам нужно как раз найти будет. Но мы еще в оружейную мастерскую не нашли. Давайте еще до доков дойдем. Металл отполирован до блеска, поверхность гладкая, как мрамор. Здесь, наверное, можно пушки какие-то новые купить. Уто. Ученик оружейником. Мужчина Роатай приветствует вас, сложив руки на груди. Вместо левого глаза у него один сплошной ком шрамов, а руки бугрятся натуженными узлами сухожилий. Ищешь пистолет или аркебузу? В Роатай делают лучшие ружья в Иоре, ну а я делаю лучшие ружья в Роатай. Что делает твое оружие таким особенным? Мастерство. Он показывает вам свои узловатые пальцы. Его руки совершенно неподвижны, но вы не видите ни намека на дрожь. Кожа покрыта разнообразными пятнами, ожогами и шрамами. Если спросить наше руководство, тебе расскажут, что Роатай экспортирует в основном селитру и металл. Это просто материалы. Их ценность в том, как мы их используем. Он наклоняется под стойку, вытаскивает оттуда мушкетон и показывает его вам. Его руки движутся все так же невероятно плавно, без намека на тремор. Оружие сделано настоящим мастером. Роатай знает, что такое дисциплина, точность, настоящее понимание тонкого искусства. Эти качества и отличают наши творения. Он убирает мушкетон. Покажи, что у тебя есть. Приданное дракона, аркебуза, 45 тысяч. Качество легендарное. Урон от критического попадания минус 25%. Негодный для стычки, отклонение минус 10 против оружия, ближний бой. Легенда, урон плюс 60, точность плюс 15, плюс 4 пробивания. Дыхание дракона. Один забой. Формирует грозную вертикальную стену пламени, наносящую огненный урон каждому, кто через нее проходит. Рунный замок. Владелец с вероятностью 10% будет страдать от урона горением, плюс 10 при начале атаки. Плюс 25 урона как огненный. Ну, что-то как-то, ребята, не радует меня это. Самострел это одноручная? Нет, двуручная.
Награда Скардео. Так. Короче, такое чувство, что у них только появились, да, вот эти все ружья, имеется в виду огнестрел, да, и пока он еще не очень. Ну, мне так кажется. Так-то я не использовал почти его. А тебя не беспокоит то, что ты оторван от основной части Ордена? Ты меня назовешь еретичкой? Нет, конечно. Мне очень жаль, прости за мое любопытство. А ты прости меня за реакцию. Меня просто часто называют по-всякому. Все нормально, я понимаю, что ты чувствуешь. Павел там что-то заигрывает. Так, ну ладно. Давайте теперь пойдем уже сюда. Это последнее место, куда нам нужно попасть. Вот еще лестничка, кстати. И смотрите, тут получается как-то можно, получается, здесь и здесь, вот видите. Интересно. Далеко странствует лишь два народа. Так, открыта новая карта. Соборные. Казану и Кару. С ними поговорим потом, после того, как поговорим с тем человеком, с которым мы спросили поговорить. Мастер-оружейник. Верцано. Мика, как же приятно тебя видеть. Ведь несколько же лет прошло, да? Что-то я не помню этого Верцана. Что еще рифмуется с Хазануи? Criticism is easier than creation. Так, вот и есть Ацура. Табличка под кораллом гласит: нам послушны кораллы, нам будет послушен весь мир. Во имя победы Рангануи. Мужчина за конторкой смотрит на вас внимательными, немигающими глазами. У него открытое, приветливое лицо, по чертам которого довольно сложно определить возраст. Впрочем, морщинки в углах глаз свидетельствуют о том, что он не так уж и молод. Он наклоняет голову, смиривает вас взглядом. Прежде чем сказать вам что-то, он выдерживает паузу. Несколько дольше, чем кажется нормально. Когда же он наконец начинает говорить, он скрещивает руки на груди и медленно кланяется вам по всем правилам этикета. Весь поклон выглядит настолько безупречно, что кажется, будто он отрабатывал его много раз. Алитор Нуи, владыка Каэднуа. Он одаряет вас ехидной улыбкой, обнажая ряд великолепных заостренных зубов. По его проницательному взгляду и паузам в разговоре вы понимаете, что он пристально наблюдает за вами. Я не из тех, кто склонен к громким словам, но твоя выдающаяся работа в причале королевы свидетельствует, что ты можешь похвастаться настоящим мастерством, а не просто стилем. Кто вы? Я Ацура, председатель королевской компании Архипелага. Должность звучит важно, но в голосе мужчины не слышно никаких эмоций. Таким же тоном он мог бы говорить о цвете своей одежды.
И чем же ты здесь занимаешься? У Рауатай в этом регионе давние торговые интересы. Он снова удивительно безучастно улыбается вам. Наша родина богата селитрой, но суровый климат и каменистая почва приводят к нехватке всех остальных жизненно важных ресурсов. Здесь я представляю интересы континента. Он раскидывает руки, словно пытаясь объять весь свой довольно невыразительный и тусклый кабинет. И в эти интересы входит сияющая адра. Нам не свойственна валианская легкомысленность. Только валианцы способны, обнаружив вещество, которое не встречается больше нигде в Иоре, немедленно начать превращать его в порошок ради собственной выгоды. По его лицу проходит гримаса неодобрения. А что бы с ним сделали вы? Ничего. Мы слишком мало знаем о сияющей адре, чтобы понимать, к каким последствиям приведет ее добыча. Он замолкает и смотрит на вас. Может быть, ты сможешь помочь, а не дать им причинить еще больше вреда? Что у тебя на уме? Спрос на сияющую адру привел к тому, что валианская торговая компания словно обезумела. Их экспедиции становятся слишком дерзкими, а руководители слишком жадными. Он поджимает губы, словно недовольный гость на званом ужине. Что еще хуже, их стремительное расширение привлекает внимание пиратов и грозит оставшимся на отшибе племена Муаны. Велика вероятность, что правители Каханга восстанут против любого иноземного присутствия. Он наклоняет голову, словно собирается поделиться с вами секретами. Но ты можешь это остановить. Дело не в благополучии архипелага Мертвого Огня. Дело в том, что они обошли вас. Захватив земли, которые нужны нам, чтобы выращивать еду и строить корабли для нашего народа, несомненно. Но я бы не сказал, что у нас с тобой разные интересы на архипелаге. Он переплетает длинные ухоженные пальцы. Валианцы отправили экспедицию на Пока-Кахару. Это остров, который терзают бури, и на котором, как говорят, есть месторождение сияющей адры. Я слышал, что ты совершил невероятное. Восстановил сияющую адру близ Порт-Маже. Он вновь с восхищением поднимает на вас немигающие глаза. Если твои способности позволяют тебе сделать это, тогда, может быть, позволяют и обратное? Отыщи сияющую адру на Пока-Кахаре. Сделай ее бесполезной для валианцев. Тогда им придется разрабатывать те ресурсы, которые у них уже есть, а не искать новые. Его бровь слегка приподнимается. Это и просьба, и приглашение. С чего мне вам помогать? Хотя бы с того, что такие управители, как Кларио, встречаются редко. Большинству из валианских администраторов до благополучия Уана нет никакого дела. Великодушие и эмоциональность. Если Пока-Кахара достанется валианцам, пострадают прежде всего местные жители. Посмотрим. Архипелаг Мертвого Огня — беспокойное место. Подумай, как бы тебе пригодился союзник с кораблями, пушками и поддержкой Великой Империи. Он ободряюще улыбается вам. Я не знаю, где точно находится Пока-Кахара, но неподалеку от нее есть остров Тикивара, и его обитатели, вероятно, смогут помочь. Советую начать оттуда. Он обводит на вашей карте небольшой, лежащий вдалеке от морских путей остров. Что ж, чем еще я могу быть полезен? Что собой представляет латунная цитадель? Он делает паузу, прежде чем ответить. Ответ представляется ему очевидным. Это фактория, конечно же. В вашей фактории высокие стены с пушками и сторожевыми башнями? Все, что имеет смысл строить, имеет смысл защитить. Вы не похожи на других служащих королевской компании архипелага. Что ты имеешь в виду? Его глаза внимательно смотрят на вас, но в них не отражается никаких эмоций. Вы не солдат. Среди Рауатай есть представители самых разных профессий. Впрочем, ты прав. Здесь встречаются в основном военные инженеры. И ни те, ни другие не отличаются прилежностью при составлении документов. Он разводит руками, указывая на груду свитков на конторке и полках за его спиной. Ладно. Так, ну короче, у нас появилось новое задание. Туманная перспектива, да? И также у нас есть задание «Последнее пристанище». Нет, подождите. Пока-Кахара была где-то отдельно. Бури Пока-Кахары.
Ну, в общем, получается, я надеюсь, у нас не будет там типа варианта, что нам нужно будет что-то выбирать одно. Так, здесь везде мы прошлись, по-моему, да? Здесь только в казармах не были. Персана. Оружие поддерживается в идеальном порядке и готово к незамедлительному использованию. По большей части это письма домой, почти во всех рассказывается о чудесном климате архипелага. Красиво, конечно. Воздух вокруг коралла дрожит от наполняющего животворной магии. Хазану Икару. Игра в Азотогу идет полным ходом. Табличка под кораллом гласит: кусочек Роатаи в дар архипелагу Мертвого Огня. Знак признательности от Руа, вольного коральщика, во имя славы Раангануи. Хазану Икару меряет шагами свой кабинет. Она напоминает рыскающую по мелководью акулу. В зубах Хазану сжимает длинную элегантную трубку, из которой тянется едкий дымок. Когда вы заходите, она отрывисто кивает вам. Прежний властитель Каэднуа и гроза капитанов портов, если слухи говорят правду. Улыбается она, выдыхая дым. В последнее время ты приносишь мало добрых вестей. Она вновь становится задумчивой. Значит, помимо пиратов, спекулянтов и работорговцев, на архипелаг решил наведаться еще и мстительный бог? Она сжимает в зубах трубку. Да, примерно так и обстоит дело. Только этого не хватало. Архипелаг и так трещит по швам, а тут еще одна катастрофа. Его необходимо остановить. Она поворачивается к вам. Вы впервые получаете возможность ее рассмотреть. Хазану не слишком крупна для Умоуа, но она держится гордо и прямо. Она явно провела не одну сотню дней на палубе под обжигающим солнцем и штормовыми ветрами, однако ее глаза остались проницательными и быстрыми. Поэтому я и подошел к вам во дворце. Она равнодушно взмахивает рукой. Если бы во дворце можно было найти помощь, неужели на архипелаге творился бы такой беспорядок? Валианцы и пальцем не пошевельнут, если не предложить им денег. Ну а Туана и этого не жди. Никто не хочет брать на себя ответственность и решать по-настоящему серьезные вопросы. Но, возможно, мы могли бы подумать о взаимовыгодном сотрудничестве. Она берет трубку левой рукой. Вы замечаете, что ее правая рука совершенно неподвижна. Что ты хочешь сказать? Оглянись. Архипелаг состоит из множества плодородных островов с умеренным климатом. Если не считать ступы Ондры, здесь практически не бывает штормов. Она взмахивает правой рукой, вы снова замечаете, что ее пальцы странно неподвижны. Вы понимаете, что это мастерски сделанный протез. Но большая часть архипелага необитаема. Странствующие племена переселяются с одного острова на другой, а все остальное делят между собой контрабандисты и работорговцы. Она качает головой. Что за бездарная растрата ресурсов? Только представь, во что превратится архипелаг, если мы проложим здесь хорошо охраняемые торговые пути. Сколько Роатай прокормят плантации с такой богатой почвой? Причем здесь я? Ты нередко рубишь с плеча, не тратя времени на сомнения. Кое-кто скажет, что это безрассудство, но я считаю, что это ценное качество. Если ты гонишься за разоряющим острова богом, то у нас с тобой общая цель. И если ты хочешь выжить, тебе не помешает надежный союзник. Она слегка раздвигает губы в улыбке, показывая зубы в пятнах от табачного налета. Что ты предлагаешь?
Катастрофа Васонга стала для нас огромным ударом. Этот порт очень важен. Оттуда мы переправляем продовольствие в Рауатай. Она посасывает трубку и прячет свое беспокойство в облаке дыма. Это мы пока отложим. Сейчас нашего внимания требуют и другие вопросы. Ты уже разговаривал с Ацурой? Пока работай с ним. Возможно, потом у меня будет что тебе предложить. Для какой игры эта доска? Азатога. У нас с Азурой постоянно стоит незаконченная партия. Вот эту, к примеру, мы ведем уже больше 1,5 месяца. Ацура — мастер обманных маневров, но я умею просчитывать наперед. Что случилось с твоей рукой? Она поднимает протез перед собой, чтобы вы могли его рассмотреть. Это тонкая работа. Каждый сустав дополнительно укреплен, а поверхность гладко отшлифована. Это был первый год моего капитанства. Мы гнались за пиратами у южного побережья Рауатай. Ядро попало совсем рядом с пороховым погребом. Им повезло. Она на секунду умолкает. Я поспешила вниз. Пожар уже распространился, и я поняла, что огонь вот-вот доберется до пороха. Что ты сделала? Я потушила все, что смогла, своей формой, а остальное голыми руками. Я сделал бы то же самое, чтобы спасти свой корабль и команду. Она одобрительно кивает. Мы не выбираем, с какими трудностями столкнуться. От нас зависит только то, как мы их встретим. У каждой победы своя цена. И достается она только тем, кто готов чем-то пожертвовать. Она осматривает свою деревянную ладонь, поворачивая ее под лучом света. Вы ощущаете в ее взгляде удовлетворение. Думаю, ты уже начинаешь это понимать. А если нет, архипелаг очень скоро тебе объяснит. Так, ну, все вроде бы, ребят. Получается, мы с вами готовы к отходу или отплытию, не знаю. А, здесь, подождите, здесь мы с кем-то не поговорили, по-моему. Тут был какой-то персонаж, я помню. Соборный. Девица Рауатай с открытой радостной улыбкой и такими же глазами поднимает руку и быстро с энтузиазмом вам машет. После этого она преувеличенно стыдливо обрывает саму себя и складывает руки на груди. Ох, вечно вылетает из головы. Ты ведь хранитель Каэднуа, верно? Я еще никогда не встречала знаменитостей. Если только не считать Хазануи. Она иногда на меня кричит. Ее улыбка расширяется до невероятных пределов. Хазануи кричит на тебя? Постоянно. Она корчит серьезную мину. Все равно полностью подавить улыбку у нее не выходит. Где мой белолист? Хватит мечтать. Соборми, если ты еще хоть раз потеряешь грозбухи, будешь у меня сортиры драить. На последнем предложении она придвигается ближе, таращит глаза и благоговейно понижает голос. А я думала, что она даже не знает, как меня зовут. Себя всегда так легко разволновать. Просто я впервые за пределами родной страны. Нет, я слышала, что в мире есть пышные зеленые леса и песчаные пляжи, где не бывает бури, но я и не думала, что бывает так. Она восхищенно качает головой. Ты, наверное, где только ни был, видел столько чудесных мест. Соборми впивается в вас глазами, подперев подбородок рукой. А сколько у меня было незабываемых приключений. Тебе тоже нужно повидать мир, Соборми. Путешествовать здорово. Надеюсь, у меня будет такая возможность. Я люблю Рауатай, но у нас чуть ли не каждую неделю шторма, а на деревне то и дело сходят сили. Радостное выражение сбегает с ее лица, но только на короткий миг. Ты ведь интендантка, продашь мне что-нибудь? Она разочарованно морщится. Я бы с удовольствием, но мои товары предназначены только для сотрудников королевской компании Архипелага и наших союзников. Приказ Хазануи. Возможно, если ты сильно впечатлишь Хазануи или Ацуру, для тебя сделают исключение. Она с надеждой улыбается. Ну, понятно. Возможно, конечно. То есть, получается, мне просто интересно, можно ли обоим угодить? Вот, то есть, это будет восприниматься как разные фракции или все-таки как противоборствующие? Вот, мастер-оружейник. Наверное, то же самое скажет. Даже ничего не сказал. Ладно. Ну что ж, вот теперь-то уж точно мы со всеми поговорим.
священным ступеням. Давайте к священным ступеням. Ну, здесь, конечно, пейзаж не такой красивый. Вот эта вся военизированная крепость, она выглядит довольно-таки, не то чтобы обычно, вот, но не очень прям красиво. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что нам стоит с вами... Я не помню, были ли мы на возвышенности Перики, но, по-моему, были. Да мы были везде. Змеиный венец мы не могли, кроме... Или не были, я вот не помню. Бродя по улицам Никитаки, вы неожиданно понимаете, что улицы совершенно пусты. Скалы не позволяют увидеть звезды из узких переулков и тоннелей трещоб Никитаки. Вы чувствуете зловоние тухлой рыбы и гниющих фруктов, а также сотню других менее тошнотворных запахов. Ваши шаги эхом отдаются среди стен трущоб. Такая тишина обычно не сулит ничего хорошего, Серафин морщит нос. Вы заворачиваете за угол и слышите жалобный крик. «Помогите!» На стенах пляшут уродливые тени. Слышен сокот когтей по камням и шипение. Вы видите стаю скульдеров. Они скалят зубы, вокруг их ног вьются пещерные черви, щелкают челюстями, словно бы пытаясь ухватить воздух. Поодаль от чудовища девочка Лана, одетая в лохмотья, обеими руками сжимает сверкающий меч. Им она замахивается на скульдеров. Каждое движение клинка заставляет чудовище отступать. И все же она не сможет сдерживать их вечно. На лице ее проступает отчаяние. «Помогите!» Атлетика. Привлечь внимание существа. Вы бросаетесь на скульдеров, сбивая одного из них с ног. Пока он шипит и пытается подняться, остальные оборачиваются к вам, вытаращив голодные глаза. Отлично. Разберемся. Отступаем и переключаемся на арбалет. Ого! Ничего себе нам долбанули, ребята, главному персонажу-то. Так, вот это уже хреново, то что Алота даже то же самое. Так, ну неужели мы с ними не справимся, ребят? А все говорит именно об этом. Что я тут слишком... ну хотя их вроде бы уже немного осталось.
Вы смотрите, представьте, стая несчастных скульдеров нам нанесла вот такой вот урон. Да, ребят, ну, я надеюсь, что у нас сохранение было относительно недавно. Я даже толком не помню, где оно там было. Ага, оно было прямо здесь. Ну, тогда, ребят, мы сделаем так, что на следующей серии уже будем как раз заниматься этим боем. Потому что это время данной серии уже, к сожалению, подошло к концу. Поэтому спасибо, ребят, за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео в соцсетях со своими друзьями, знакомыми. Подписывайтесь на канал. До следующей встречи, ребят.